Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитый торт сенаторский. Торт этот получается незабываемо вкусным. Он идеально подходит для всех любителей безейных и песочных тортов. Здесь необыкновенно вкусное сочетание воздушной безейной прослойки с орешками и также рассыпчатых песочных коржей. Торт готовится в принципе несложно, из простых и доступных продуктов, без сливок, без сливочных сыров. Итак, сначала приготовим песочные коржи. Для этого мне понадобится 100 грамм холодного сливочного масла, я натираю его на терке, 80 грамм сахарной пудры, 1 небольшая щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара, 1 чайная ложка без горки разрыхлителя и 220 грамм муки. Все это я перемешиваю. Добавляю туда сейчас 1 яйцо среднего размера, желательно тоже холодное яйцо брать. Тесто получается очень податливым, пластичным, практически не липнет к рукам. Добавляю туда 40 грамм измельченного обжаренного фундука. Вы же можете, конечно же, брать и грецкие орехи, и любые орехи, которые вы любите. Желательно лучше всего брать обжаренные орехи именно для этого. Разделяю сейчас тесто примерно на 3 равные части. Такие 3 колобка делаю. Накрываю 2 колобка, которые я не беру в работу, просто тарелочкой. И начинаю раскатывать первый корж. Я накрываю его просто также пекарской бумагой сверху, то есть я не убирала это тесто в холодильник. И маленькой скалочкой я сейчас как бы вытягиваю это тесто. Очень удобно так делать, то есть экономится колоссально просто время. Ничего здесь не нужно убирать в холодильник. Я снимаю сейчас просто пекарскую бумагу. Крышка у меня здесь 24 сантиметра в диаметре. Она у меня будет как ориентир. Корж абсолютно не деформируется после выпекания. Все 3 коржа вот таким образом вырубаю. Выпекаю я коржи с конвекцией при температуре 200 градусов Цельсия примерно 6 минут. Это в моей духовке. То есть как только подзолотились вот эти краешки, я сразу же достаю его уже из духовки, иначе он начнет у вас подгорать. Вот это очень важно. Он прекрасно отстает, как вы видите, от пекарской бумаги. Таким образом я испекла 3 коржа. Очень нежные коржи получаются, просто тающие во рту. Если у вас нет конвекции, выпекайте тогда при температуре 200 градусов примерно 8-10 минут. Опять же смотрите по духовке по своей. Теперь я разделяю 5 яиц на желтки и белки. Яйца среднего размера примерно по 50 грамм, вес каждого яйца без скорлупы. Я делаю здесь 150 грамм белка, мне это понадобится для меренги, а 5 желтков я буду использовать для приготовления крема шарлотт. Желтки пока что отставлю в сторону на несколько минут. И готовлю дальше меренгу. В 150 грамм белка я добавляю 8 грамм ванильного сахара. И по правилам приготовления швейцарской меренги, общая масса сахара, которую мы будем добавлять, всегда должна быть вдвое больше, чем масса белков. То есть 300 грамм сахара туда добавляем, включаю уже пакетик ванильного сахара. Необходимо сразу же все досконально перемешать. И ставлю все это на водяную баню. Вода ни в коем случае не должна касаться дна миски. Нагреваем массу до такой степени, чтобы просто растворился сахар. И снимаем все это с огня, примерно до 50 градусов Цельсия. Сейчас переливаю в ту миску, где буду взбивать всю эту меренгу. Миску я ставлю в очень такую теплую воду. Это помогает тоже взбиванию. На данном этапе белковую массу я взбиваю примерно 3 минуты. Останавливаю сейчас взбивание и добавляю туда 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Либо же можете добавить 1 чайную ложку лимонного сока. Таким образом меренга будет взбиваться лучше и вкус будет более сбалансированный, у безе не такой приторный. Вот так вот я взбивала еще примерно 3 минуты. Подрагивающие пики, но уже хорошо держащие форму должны получиться. И когда будете взбивать, уже в самой меренге будут образовываться такие пустоты характерные. И у вас тогда все получится. Добавляю туда сейчас 100 грамм обжаренного молотого фундука. Бережно перемешиваю всю эту меренговую массу лопаткой, чтобы не осадить уже меренгу. И перекладываю сейчас все это в кондитерский мешок и буду отсаживать уже на противень. Если у вас нет кондитерского мешка, ничего страшного. Вы можете для этого просто использовать пакет для заморозки пищевых продуктов. Либо вообще выкладывать безейную массу на противень при помощи 2 столовых ложек. Но мне это неудобно, поэтому я отсаживаю уже лучше из кондитерского мешка. Я срезала достаточно такой большой уголок у кондитерского мешка и отсаживаю просто вот такие полоски. Полосками безе высушивается, конечно же, гораздо быстрее.
и очень сухим будет безе, прям таким вот рассыпчатым, и стучать будет каждая палочка из безе. Безе я буду сушить сейчас при температуре 90 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 2,5 часа. Это в моей духовке. Вы смотрите по вашей духовке, все здесь очень индивидуально. То есть вы должны смотреть, чтобы у вас уже по прошествии 2,5 часов безе полностью было сухим, чтобы оно стучало и чтобы оно не было вязким, вот таким вот тянущимся. То есть для этого торта безе должно быть очень хорошо просушено. Убираю сейчас безе в духовку. Итак, а в это время я буду делать крем-шарлот. Здесь 200 мл молока, 280 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара. Оставила теперь пятую часть сахара в желтки, а остальной сахар перемешиваю с молоком. И иду сейчас, ставлю это молоко, довожу до кипения, и пусть оно у меня прокипит примерно 2 минуты. 5 желтков я переложила в более крупную емкость, разбиваю пленочки. Я перемешиваю до однородности и добавляю туда сахар. Вот этот оставшийся пятую часть сахара от общего количества. Все это перемешиваю. Сахар не растворится в желтках, этого добиваться не нужно. Он полностью у нас растворится потом в молоке уже. Очень многие боятся крем-шарлот готовить, но не нужно этого бояться, он очень простой. Сейчас сварим вот этот яичный сироп. Мне кажется, он даже проще готовится, чем заварные кремы. Он никогда не расслаивается. Есть подробнейший рецепт у меня по крему шарлот. Я оставлю в описании к данному видео ссылку на тот рецепт. Молоко прокипело примерно 2 минуты. И я тонкой струйкой, помешивая в желтках сейчас, венчиком, ввожу молочный сироп в желтки. Он такого странного цвета будет, полупрозрачного. Это нормально, он таким и должен быть. И сейчас сразу же всю эту желтковую массу отправляю обратно в кастрюлю. Все это перемешиваю и ставлю обратно на огонь, довожу до кипения. Быстро достаточно закипит, на умеренном огне при непрерывном помешивании я сейчас работаю. В кастрюле, естественно, с толстым дном. Закипела масса. И сейчас она у меня должна прокипеть примерно 1,5-2 минуты. И тогда снимаем с огня. Вот такие характерные пузыри будут идти из нее. И все, снимаем с огня. Переливаем сразу в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. Она всегда получается, эта масса. Главное ее мешать и взять кастрюлю с толстым дном и на умеренном огне делать. Накрываем сейчас пищевой пленкой в контакт и остужаем до комнатной температуры. Итак, безе у меня уже полностью высохло. Я проверяю, вам показываю, насколько оно вот хрустящее, стучащее получается. То есть оно должно быть для этого торта реально очень сухим, это безе. Никаких вязких серединок у этих палочек быть не должно. Отставляю их пока в сторону и завершаю приготовление крема шарлот. 330 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю до пышности примерно минуты 3. Вот эта заварная основа яичная остыла сейчас уже до комнатной температуры. Добавляю в масло примерно по 1 столовой ложке и взбиваю все это просто до однородности. Взбиваю недолго, просто чтобы объединились эти массы. Таким образом я ввела туда всю заварную основу в это масло. Прорабатываю все это быстро миксером, тоже просто до объединения, ничего долго не взбиваю. И сейчас на данном этапе я добавляю туда буквально пару капель ромовой эссенции. Вот эта бутылочка у меня, очень многие спрашивают в комментариях, 2 мл. То есть я добавляю туда примерно 1 мл ромовой эссенции. Вот такой прекрасный крем получается. И начинаю сразу сборку торта. Я разделила крем на 2 большие части, то есть примерно по 300 грамм. И остаточек я оставила на уже украшение и на боковины торта. Я переложила сразу в 2 кондитерских мешка вот эти 2 основные части крема. На каждый корж я выкладываю очень мало крема. Разравниваю, выкладываю безе и сразу покрываю остатками крема. Следующий корж кладу уже на безе. И заметьте, крема я беру очень мало. Если вы новичок, обязательно взвешивайте на весах этот крем, то есть 300 грамм крема на каждый корж. И обязательно смотрите за тем, чтобы на низ, на каждый корж у вас уходило очень мало крема. Иначе крема вам просто не хватит. Больше крема здесь использовать не нужно, иначе будет очень приторно. Вот за этим нужно просто посмотреть.
Пустоты, которые образовываются между крупными безе, я заполняю также, обрезаю слегка у безе вот эти вот краешки, также туда их внедряю, или же вообще крошкой от безе их заполняю, чтобы использовать как можно меньше крема. Накрываю третьим коржом. Тут буквально тонюсенький слой крема я нанесла на третий корж. И вот столько всего безе у меня осталось, потому что 24 сантиметра в диаметре тортик. Измельчила просто руками. Безе все сухое, измельчается элементарно. И покрываю этим измельченным безе сейчас боковины торта. Сейчас выкладываю вот такую дорожку из обжаренных орешков. Этого можно не делать, но я делаю. Также фундуком я оформляю. И остаточками крема оформляю середину тортика. И также вот этим измельченным безе. Также покупными готовыми конфетами украшаю торт мой готов. Убираю его сейчас примерно на 3 часа в холодильник. На стабилизацию, чтобы вкусы объединились в торте. Можете его даже на ночь убрать. Итак, у меня прошло примерно 3 часа, торт уже у меня хорошо очень стабилизировался в холодильнике. Нарезаю его обычным негорячим сухим ножом. Торт прекрасно нарезается такими пропиливающими движениями, то есть не нужно давить на него сверху, а как бы пропиливать, потому что безейные торты, они всегда нарезаются именно таким образом. Коржи все видны, прекрасное здесь сочетание вкусов в этом торте. Очень красивый в разрезе торт получается. И благодаря тому, что мы с вами испекли именно 3 песочных коржа, и благодаря тому, что у нас именно 3 здесь песочных коржа мы с вами испекли, этот торт прекрасно подходит для оформления любыми видами крема. Также его можно оформить даже под мастику. То есть торт будет очень стабильным. Если с него убрать все это верхнее украшение, вы можете его также абсолютно для любых видов крема использовать. Если вам нужен маленький высокий тортик, берите диаметр 16 сантиметров, и у вас будет уже 3 слоя безейного здесь, и у вас будет такой высокий современный тортик. Торт прекрасно надламывается вилкой, прослеживаются все коржи, как вы видите. Он разрезается вот на такие маленькие кусочки, тоже очень ровно и очень красиво. Я специально здесь вам показала это. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.